Я Эль-Президент. И однажды это бремя придется нести тебе. На моих глазах он приказал убить кучу наших людей. Лучше держитесь подальше от этого психа. Мой вам совет. Я хочу одного — возродить рай. Лекарств. Вивир. Наиболее эффективное средство от рака. Так значит, Вивиро производят рабы? Убить ли того, кто испоганил нашу землю и поработил народ? Даже не знаю. Вивиру спасает людей. И спасенным все равно, как делают препарат. Когда Яра станет раем, мои методы будут не важны. Всем привет, с вами вновь Антон Логвинов, и я 4 часа поиграл в Far Cry 6, получил массу самых разных впечатлений, как хороших, так и не очень, поэтому сейчас во всех подробностях о грядущей 6-й части Far Cry. Ладно. Которая на самом деле ни хрена не 6-я, а чуть ли не 11-я. Часто срабатывает. Когда как. Вообще Far Cry 6 вызвал у меня изначально нехилый интерес. Ну, во-первых, там злодей Антон Кастильо, его зовут Антон. Уже ради этого я должен поиграть в эту игру. Во-вторых, играет его Джанкарло Эспозито, охренительный актер, который все помнят по Breaking Bad, я уверен, ну, кто смотрел. В-третьих, это место действия вымышленная страна Иран, в которой в 67 году произошла революция, потом случилась блокада американцев. И вот спустя 47 лет нищеты приходит Антон и наводит порядок железной рукой и говорит, что у него есть лекарство, которое спасет Парадайз. И в данном случае лекарство в буквальном смысле, потому что они там придумали, как химикатами обрабатывать табак так, чтобы он стал лекарством от рака. Да, это особый юмор разработчиков. Естественно, химикаты вредные, население гибнет, не всем это нравится, но бабки текут рекой, и это единственное, что волнует Антона. Да, это фраза на нарезке хейтерам. Победу одерживает не тот, кто не боится. А тот, кого боятся. Добро пожаловать в Либертат. Играем мы за Дани Рохаса, можно играть еще за женщину. И он вообще не собирался становиться никаким партизаном. Just a second, hermana. I'm getting the hell out of Yana. Он бывший военный, но, скажем так, обстоятельства случились иначе. Lita said you would help. Lita also said you weren't a pussy. Нас попросили не говорить о завязке. Так или иначе, совсем скоро от начала игры мы уже с автоматом наперевес бегаем по островам и чиним неприятности Антону Кастильо. И, кстати, пускай вас не сбивает с толку вот все эти трейлеры на серьезных щах, где Антон там со своим сыном занимается каким-то таким абьюзивным воспитанием, где очень много пафосных, красивых фраз настоящего злодея, и на самом деле Джанкарло отлично играет свою роль. От всего этого привычный фаркраевский такой дух раздолбайства и трэш-угара, он никуда не девается. Лев спокоен перед убийством, а овцы — наша добыча. Да, заставки за злодеем суперсерьезные, интересно наблюдать за актерской игрой. Но дальше начинается привычный трэш и угар Far Cry. И это, на мой взгляд, хорошо. Безумие, в принципе, на уровне 5-й части, если не более все трэшево и угарно. Всегда найдется новая война и бар с уродливым барменом. В первые же минуты мы встречаем наемника, который там работал на КГБ, на ЦРУ, вот теперь с повстанцами тусит. У него ручной крокодил Гуапа. Он на наших глазах там тут же вышибает мозги бармену. Крокодил лакомится охранником неподалеку. Дальше ты начинаешь работать на одну группировку повстанцев Либертат. Там вокруг тебя все сплошь там такие пенсионеры, романтичные, в общем-то, дурилья. Как довольно скоро на сцену выходит новая молодежная группировка революционеров Ля Моралес. И они все такие современные, там, с разными взглядами и с меньшинствами. И они с этими стариками начинают там спорить за жизнь, за ресурсы, за все подряд. И ты между этих двух группировок там лавируешь. Consider us even for the mess. Save my people and I'll think about it. В общем, трэш, угар, актуалочки, все на месте. Смешные животные на месте. Есть еще собака-инвалид, БДСМ-петух.
В общем, разработчики угорели как могли. И более того, бывший КГБшник, ЦРУшник очень быстро тебе собирает ракетницу, которую ты вешаешь на спину. И, в общем, ты довольно быстро понимаешь, что серьезных щей здесь, не стоит ждать. Это рюкзаки Супремо. Я лично их мастерю. Любой из них позволит тебе в одиночку сражаться за целое войско. Атмосфера шикарная. Вот как вы можете себе представить, да, как бы выглядел Far Cry 6 на Кубе, вот он так и выглядит. То есть испанские мотивы, легенькая такая атмосфера. Который немедленно вызывает ассоциации с различными приключенческими фильмами. Местами у тебя даже есть ощущение, что ты немножко в Uncharted окунаешься, когда скалолазанием раз занимаешься. Естественно, поиск сокровищ там по картинке в телефоне, на месте все этнические, так скажем, композиции, которые играют в автомобилях. Автомобили все старые, американские, советские, вертолеты тоже советские, полно советской техники. Все это очень подкупает. Но есть одна проблема. И что же меня выдало, Гуапо? Это движок. И вот изначально мне Far Cry 6, когда его только анонсировали, очень понравилось, но настораживало, что они ни одного, кадра не показывают. Только рассказывали, вот, деревья у нас снова будут разрушаться. И да, к сожалению, Far Cry 6 выглядит супер outdated. Он снова на этом треклятом Dune Engine, который со второй части тянется. Из этого движка уже выжили все на максимум, да. Я вот думал, что пятый Far Cry у нас будет такой последний, когда вот все уже выкрутили в безумие, и дальше у нас будет Next Gen. Ну, то ли из-за ковида, последующего дефицита Next Gen, то ли из-за чего, но вот они приняли решение сделать такой кросс-ген. В Far Cry 5 сегодня уже довольно тяжело играть, вы можете представить. Far Cry 6, конечно же, выглядит лучше, они вбахали туда растительности очень много, красивые деревья сделали, они действительно, эти деревья ломаются, но это не спасает умножение перед тобой. Очень-очень старый движок, и более того, на него столько всего навешено, что вот он кряхтит и разваливается. У тебя вот такое ощущение, когда ты смотришь. И это такой первый удар в лоб, который ты получаешь. И вот будет зависеть очень многое от того, сможете ли вы его пережить или не сможете. Потому что все остальное в игре, там есть спорные моменты, но в целом это действительно прогресс. Это 6-я часть. Разработчики, старались, там видны геймплейные улучшения по всем фронтам. И он по-прежнему дико круто играется и генерит ситуации. Но проблема в том, что в 2021 тебе хочется, большего. Разработчики уже поспешили сказать, что это последний вот Far Cry на Dune, и дальше будет просто перезапуск почти что серии, новые технологии и все остальное. Очень ждем, очень верим, но вот сейчас, в 2021 Far Cry, после особенно красот Next Gen, соневских эксклюзивов, да, правда, тяжело к нему привыкать. Просто путешествуешь назад во времени. Теперь, что касается геймплея. На самом деле, над ним умно поработали. Последний Far Cry, который New Dawn, мне дико не понравился. Туда вкорячили RPG, сделали уровни противников, вот этот шматизм, крафт. И при этом не сказать, что вот они полностью отбросили все, что было сделано в том Far Cry. Это игра сделана с большой оглядкой на RPG. И да, у этого тоже есть недостатки. Нету вот такого кромешного ахтунга, как был в New Dawn, с уровнями, да, противников. Но при этом зачем-то они оставили лайфбары у них, и это первое, что я выключил, потому что это просто ломает все погружение, и вам советую. И все равно даже при этом ощущается, что противники стали, так вот, помесистее. В них все-таки побольше пуль надо выпускать, но теперь это обернуто в, так скажем, реалистичную упаковку. У тебя есть противники обычные, которые очень быстро помирают, есть бронированные, очень много у них элементов одежды, экипировки, которые в том числе взрывается, и под разных противников тебе теперь нужно таскать разное оружие и крафтить его в том числе. Да, ты, как и в New Dawn, должен собирать все склянки, чтобы потом заапгрейдить оружие или смастерить новое. И важный момент, то, что есть пули, которые идут против небронированных целей и против бронированных. То есть ты по-хорошему, у тебя два оружия на быстрой смене. Ты должен иметь два ствола. Одно оружие заточено против таких легких целей, другое против тяжелых. То есть ты
Буквально как Ведьмак с серебряным и с обычным мечом должен ходить. Да, арсенал при этом огромный, и вот как и в New Dawn они пошли совсем по сумасшедшему пути. Тут тебе и гвоздометы, и рельсотроны, и метатели каких-то здоровенных гарпунов просто размером с рельсу. И самое главное, это, конечно же, Супрема, ракетница, которую ты таскаешь сзади. На самом деле, она может играть разные роли, и в том числе это такой шаг в сторону кооператива, потому что ты можешь в этот Супрема напихать самых разных вещей. Теннисных мячиков, которые будут отвлекать противников, ты можешь херачить ракетами, можешь просто поджигать территорию, можешь выпускать стену огня вокруг себя, можешь, так сказать, медицинский вариант, там, оживлять напарников падших. Короче, на шматизм большая ставка. Ты можешь 4 гаджета, которые будут менять суть самого устройства, да, вот этого Супрема поставить, и еще 3 гаджета, которые будут бафать различные моменты. И с обычными оружиями то же самое. Есть отдельно атачменты, есть отдельно бафы. И шмотки тоже, они не для красоты, они влияют на твой паркур, на стамину, на защиту. Там какие-то маски позволяют сквозь стены видеть, показывают тебе лут, сундуки. В общем, приложено много усилий, чтобы ты в менюшках ковырялся. Вот. Но, наверное, кому-то это очень даже придется по душе. Ну и на самом деле, мне кажется, они вот такой правильный баланс нашли между тем вот трэшем, который творился в New Dawn, и традиционным Far Cry. То есть, да, здесь есть RPG-элементы, они очень гармонично вписаны в сеттинг и не ломают атмосферу. Ну, если мы только не говорим про ракетницу. Мы управляем операциями из секретных лагерей по всей стране. Здесь повстанцы живут, обучаются и строят планы. Значит так, идем, вытаскиваем наших, врагов убиваем. Ну еще можно модифицировать свой транспорт, брать классическую кубинскую американскую тачку, вешать на нее тараны, бронировать ее, ставить пулеметы, чтобы с приятелем было клево кататься. Из важных нововведений это лошадь. Она сделана не так хорошо, как во многих других играх, но типа good enough. Жить можно, и главное, на ней реально прикольно перемещаться. Но куда больше мне понравилось то, что они сделали с основными механиками игры именно в плане, что ли, реалистичности, реалистичного восприятия мира, при том, что здесь трэш и угар творится. Например, взять хотя бы блокпосты. Блокпосты теперь это не какие-то форты, да, там бесконечные, хотя форты тоже есть, просто их не так много. Блокпост теперь выглядит, например, как блокпост. Это действительно стоит пропускной пункт, и хрен ты мимо него просто так проедешь, потому что поднимаются шипы. На каждом блокпосту тебе, естественно, есть сигнализация, которую нужно вырубить, там всякие агитационные материалы, которые сжечь, и у начальника обязательно есть ключ от оружейной, от кладовки, где всяко интересно. При этом там блокпост может быть у какого-нибудь заброшенного замка, на котором сидит снайпер. Если ты пробираешься там по заданию в какой-то форт, то он, скорее всего, имеет какой-то реальный аналог под собой, ну или, по крайней мере, он смоделирован реалистично. У него есть там бухта, можно через порт зайти, есть какой-то ров, где по лианам можно залезть, есть там центральный вход, и ты действительно очень свободно можешь на локацию заходить, действовать как тебе хочется, это прикольно. И, ну и вот вообще куча каких-то моментов, которые делают мир более естественным. Поскольку у тебя блокпосты настоящие, да, стоят, ты не можешь на полной скорости через всю карту ехать и на них забивать. При этом нету бесконечной, за тобой погони, от которой невозможно оторваться. Противники тебя гораздо охотнее там теряют, если ты спрятался в кустах. Теперь, когда ты входишь в какой-нибудь город, деревню, ты можешь убрать оружие, и на тебя противники не будут набрасываться. Ну, аллилуйя, наконец-то. При этом ты можешь подкрадываться к врагам, да, их убивать, не делая никакого шума. Некоторые там солдаты Антона, двойные агенты, их можно подкупать, они будут сообщать тебе какую-то информацию, типа, вот у нас там склад, там важная херня лежит, иди сходи или проберись вот туда. Также всякие наводки, естественно, дают простые прохожие, горожане, персонажи, которых ты встречаешь. То есть система квестов из 5-го Far Cry, она еще получила свою эволюцию. В общем и целом, в симуляции сделаны вот такие твики, так, чтобы убрать повторяющийся, да, геймплей, который тебя не развлекает, а задалбывает скорее. И вот это очень правильный шаг. И при этом Far Cry по-прежнему генерит сумасшедшие веселые ситуации. Когда ты там идешь, видишь, едет патрульный на лошади, ты ему бошку сносишь, лошадь забираешь, а оказывается, что он просто впереди основного патруля шел. Там еще вот тачка, еще чуваки. Ты на ходу начинаешь стрелять, а теперь наконец-то они сделали автоэйм, когда ты едешь на технике, не обязательно пытаться 30 действий, да, совершить, управлять машиной и стрелять одновременно. Достаточно просто зажать гашетку.
начинаешь расстреливать этот патруль, в итоге у кого-то из солдат там висит то ли молотов, то ли бомба, она взрывается, автомобиль взрывается, трава начинает гореть, все, паника, перестрелка, лошади орут, и ты на своей лошади заезжаешь в траву, с нее падаешь прям в дымящийся костер. В общем, геймплей очень живой и генерит реально прикольные по-прежнему ситуации. Это в Far Cry работает, ну вот как нигде. Единственное, кстати, что я не оценил, это что с животными, потому что охота в игре есть, нужно на них охотиться, но при этом, блуждая по острову, я ни разу ни с кем не встретился. Возможно, это будет на более поздних этапах игры, в менее населенных участках острова. Скалолазание и веревка, все на месте, если кто переживал. Парашюты, вингсьюты, полеты на самолетах, вертолетах, все на месте. Жесткий юмор на месте, жестокое обращение с животными, чтобы всем пуканы разрывало, тоже на месте. И у нас была миссия, где с БДСМ петухом надо, в общем-то, уничтожать злобных, наевшихся не того собак, которые грызут гражданских. У них есть там специальная фабрика по их разведению. Ну и, конечно же, на месте кооператив, с которым все веселье, естественно, X2. Всему можно дать новую жизнь. На самом деле надо отметить, что вот все миссии, в которые я играл, они были сюжетные, да, они были очень интересные. Мы в кооперативе отправились на абордаж брать судно, на котором хранят в контейнерах заложников. И сначала мы там погрузились на старенький Ми-8, блин, вот это все-таки очень подкупает. Долго летели там, прилетели к кораблю, потом такие, что-то вертолет-то не садится, потом дошло, нужно с парашютом высадиться в любую часть корабля, которая тебе нравится, и когда ты вдвоем играешь. Это имеет, в общем-то, тактический смысл. Дальше немножко неудачного стелса, и начинается вакханалия на корабле. Мы там освобождаем заложников, в этот момент на корабль начинают нападать самолеты, я там сажусь в вертолет, залетаю, пытаюсь от них отбиться. Напарник в этот момент с самого корабля ракетами по ним пуляет. В какой-то момент приходится из этого вертолета выпрыгнуть, снова приземлиться на палубу. В общем, атака отбивается нам на 360 градусов. После этого мы еще в два разных катера садимся, плывем, отстреливаем мины, потом замес на берегу. Очень драйвово, эпично, динамично. И от этого становится вдвойне горечно, потому что, ну, ты хочешь, у тебя вот все уже жаждет, чтобы вот это, вот все, вот эта вся игра, она была на новом технологическом уровне. Чтобы она еще охрененно выглядела, и тогда ее вообще в десна можно целовать. А так это просто, блин, очередной Far Cry, который улучшен во многих местах. Есть спорные вот геймдизайнерские моменты в RPG-части, но самое главное, он сволочь на этом устаревшем Dunia Engine. И это очень сильно снижает все впечатления, к сожалению. С другой стороны, и год у нас такой, когда выходят такие запоздалые, вынужденные кросс-гены. Dying Light 2 тоже выглядит как постгенная игра. Так что, не знаю, посмотрим, может и зайдет, играть все равно, ну, не то чтобы есть во что. Этой осенью не то чтобы до хрена игр, во все успеем переиграть. Ну и на этом, наверное, все. С вас лайк, подписка. Если вдруг нету, пишите в комментах, что думаете. Мне кажется, есть что обсудить. Как вам Far Cry 6? Ждете ли вы его? Пишите. До встречи, скоро увидимся.